финансовые ряды. Разберемся, что же произошло на рынке жилой недвижимости города Днепр. Никакого бла-бла-бла. Хотя многие мне пишут: Андрей, слишком длительное вступление, много цифр. Так что же произошло? Так вот, я вам об этом и рассказываю, только ссылаюсь на статистику. Друзья, перед вами карта карта региона, Донецко-Приднепровского региона. Видим, куда входят до войны 4 крупных областных города, центра сейчас, значит, 2. Сегодня мы говорим о городе Днепр. Расскажу, как пользоваться информацией на данной карте. Здесь обобщенные данные или сводные данные, которые характеризуют в целом, что произошло с рынком на протяжении одного месяца. Начнем с населения. Население 966 тысяч, это довоенное население. Традиционно прошу, друзья, это официальная статистика, традиционно прошу, друзья, которые живут в Днепре, напишите, сколько людей проживает, по вашему мнению, сейчас. Я предполагаю, что там 1700 осталось, может быть, даже меньше, с учетом того, что это прифронтовой город, и, соответственно, так сказать, у кого была возможность уехать, они, скорее всего, уехали, по крайней мере, внутри страны, кто на западную часть Украины, кто больше склонен переезжать в центр Украины, где вроде бы тоже стреляют, но не так интенсивно, как в городе Днепр. В общем, напишите, мне будет интересно, почему спрашиваю, сколько людей, это не праздный вопрос. Люди живут в квартирах. Если количество людей уменьшается, то закономерно все уменьшается и снижается стоимость квадратного метра. И увеличивается, кстати, количество продаваемых квартир, о чем мы сейчас и будем говорить. Количество предложений, которые были зафиксированы мною компанией Alim Consulting. Напомню, что у меня есть авторское право, патент на данный софт или программное обеспечение, которое позволяет мне работать с большими цифрами. В качестве подтверждения показываю вам, что в июне месяце было зафиксировано в просторах интернет, это все крупные интернет-порталы, сайты мы мониторим, 41 490 объектов жилой недвижимости выставлялось для продажи, что на 1,1% больше, чем это было в прошедшем мае месяце. То есть, кто знаком хоть немножко со статистикой, понимает, что выборка, в общем-то, генеральная выборка репрезентативна. Через именно такие большие массивы данных я могу достаточно точно говорить вам и показывать, что происходит с рынком недвижимости. Не через 2 или 3 продажи риэлтора, который там в год продаст 3 квартиры, и он уже судит, что происходит с недвижимостью. А именно только в один месяц было обработано 41 490 квартир. Ну, причем эта выборка еще, друзья, она не просто репрезентативна, она однородная, она разбита на классы, на сегменты, ну, о чем мы сейчас и будем говорить. Итак, социальное жилье, друзья. Это жилье, которое осталось со времен Советского Союза, самый большой класс рынка недвижимости. Подешевел на 0,37%, и это вполне, друзья, логично. Следующее мы видим социальное жилье. Что там? Следующее у нас социальное жилье, аренда. Здесь долгосрочная аренда, поэтому я сравниваю первый квартал со вторым кварталом, не месяц с месяцем, а именно кварталы сравниваю. Видим, что за квартал выросла аренда на 2,68%. В общем, об этом будем говорить в конце видео, когда я буду вам рассказывать о том, что произойдет с недвижимостью, то есть по-простому прогнозах. Эконом-комфорт, бизнес-класс, друзья, также вторичный рынок подешевел на 0,25%. Ну и первичный рынок, как я говорил, в принципе ведет себя закономерно. Почему? Потому что тот, кто интересуется, а все интересуются, как соотношение курса доллара и, так сказать, гривны, да, плохо влияет на что? Ну, во-первых, на платежеспособность населения, во-вторых, вот эта девальвация, она еще называется, она, девальвация национальной денежной единицы, я имею в виду. Так вот, эта девальвация вызывает инфляционные процессы, когда, значит, все меньше товаров и услуг можно купить за гривну. Дорожают стройматериалы и так далее. И, соответственно, по логике этой, рынок первичный, а он продается исключительно за гривны, в отличие от вторичного рынка, который продается или за доллар, или за евро,
мы видим динамику роста. Рынок эконом-класс плюс 0,39%. Первичный рынок комфорт-бизнес-класс плюс 0,17%. Ну и первичный рынок элитный класс плюс 0,38%. Итак, друзья, я ознакомил в целом вас о том, что произошло с рынком недвижимости за один месяц. Напомню вам, что я использую в своих исследованиях научную методологию. Хочу немножко, так сказать, развеять, чтобы как оно называется, цифры. Мне пишут: Андрей, настолько нудно, говорит, что невозможно больше 2 минут тебя смотреть. Так вот, давайте так, я занимаюсь прикладной наукой, и мне всегда интересно, как реагируют на мои, так сказать, исследования обыватели, люди. И наверняка каждый из вас смотрел детективный роман о Шерлоке Холмсе, который, кстати, был достаточно серьезный расследователь и применял в своих исследованиях, друзья, метод дедукции. Вот сейчас показал вам на примере и еще раз проговорим, что такое метод дедукции. Это когда от общей картинки мы переходим к частным каким-то моментам. Я не являюсь расследователем, я занимаюсь исследованиями рынка недвижимости и также применяю данный метод в своих исследованиях. То есть я сейчас вам показал метод дедукции, полную картинку по всему рынку недвижимости, включая первичный и вторичный. А теперь от общего будем переходить к частному, то есть уже более декомпозированные данные, более подробные, для того, чтобы картинка в целом у вас в голове сложилась. Итак, досмотрите. В любом случае, я думаю, что